Друзья, всем привет! Украина для своих граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, готовит штрафы. Если вам эта тема интересна, смотрите обязательно, друзья, это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новости, важную информацию, изменения в законодательство, касаемые украинских беженцев, которые находятся в Германии и в странах Европейского Союза. Потому что мой канал как раз именно об этой информации. Во время, скажем так, активной фазы войны в украинское законодательство были внесены изменения. Я лично считаю, сейчас я об этих изменениях чуть позже скажу, но изначально хочу высказать свое мнение. Я считаю, что эти изменения, они противоречат Конституции Украины, противоречат Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека. Значит, что суть этих изменений? Изменения касались того, что ТЦК имеют полное право выписать, подготовить и направить по адресу проживания мужчины мобилизационного возраста повестку, чтобы он явился в ТЦК. То есть как бы тут ничего такого нет, противоречащего Конституции, да, но смысл в чем? Смысл в том, что такая, и вот если мужчина по этой повестке не явится там в течение 3 дней, то соответственно он будет считаться нарушителем, его привлекут к административной ответственности, его внесут в базу там уклонист и наложат на него штраф в размере там от 17 до 25 тысяч гривен. И вот в чем теперь нюанс, почему я считаю, что эти изменения, они противоречат Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека. Потому что эти изменения касаются и мужчин, которые находятся за границей. То есть ТЦК, зная о том, что человек, к примеру, находится в Америке, они ему выписывают повестку и отправляют эту повестку по его адресу регистрации в Украине. Даже если в этой квартире, к примеру, в этом адресе никто не живет. То есть они ему отправили эту повестку. Повестка там, понятное дело, пролежала, потому что человек находится в Штатах, к примеру. Он и знать не знает, что ему такая повестка была выписана, и она у него лежит в почтовом ящике, к примеру. Да? Проходит какое-то время, почта возвращает в ТЦК эту повестку с отметкой о том, что адресат, значит, эту повестку не получил там, по каким-то причинам. Нет его, не получил. И вот эта позиция уже является основанием для того, чтобы человека, который не знал о том, что эта повестка к нему пришла, который, может быть, бы и пришел, да, в ТЦК, прилетел бы в ТЦК из Америки, чтобы не нарушить закон. Может быть, ну, мы не исключаем, что есть такие варианты. Но человек не знал, что у него повестка, значит, и он уже считается виновным. И его уже дальше наказывают и штрафуют. То есть, как это так? Ни в одном демократическом и правовом государстве такого нет. Человек должен быть предупрежден перед тем, как его там наказать за что-то. Понимаете? А тут получается, человека ни о чем не предупреждают. То есть предупреждают формально, повестку направляют. И человек, зная о том, что человек не явится, потому что он просто не знает об этом. И многие работники ТЦК знают об этом, которые занимаются как раз таки вот мобилизацию проводят, они знают, кто живет, кто не живет, они там ходят по подъездам, соседи опрашивают и так далее. Они все прекрасно понимают, тем более вместе с работниками полиции. Они знают, что человек находится, они заблаговременно знают, что человек не сможет себя защитить, они заблаговременно зная о том, что человек не явится по этой повестке, они ему выписывают эту повестку. Да? И, соответственно, потом они его наказывают, штрафуют. Но тут вопрос не к исполнителям, не к ТЦК и не к полицейским, которые исполняют этот закон. Этот вопрос к депутатам, которые приняли этот закон. Приняли, вопросов нет. Но есть Конституционный суд. Почему депутаты не обратились в Конституционный суд? Потому что эта норма противоречит Конституции. Нельзя так делать. Еще раз повторюсь, ни в одном правовом государстве такого нет. То есть человека перед тем, как наказывать, вы должны его предупредить. Вы должны предупредить, что послушай, у тебя лежит повестка, ты должен прийти ее забрать. Вот, это уже другой вопрос, придет он или нет. Вот если он не придет, тогда его наказывайте. Но так человека просто взять и наказать, это считается нормально. В
В Украине сам президент объявил, что конституция на паузе, поэтому тут ничего, скажем так, для украинского общества ничего такого постыдного нет. Ну, приняли, да и приняли, и выполняют. Соответственно, человек, который находится за границей и которому уже приходила такая повестка, он по повестке, ясное дело, не пришел, потому что он не знал, что она у него лежит, да, то есть его там заочно уже обвинили о том, что он уклонист, его уже там привлекли к административной ответственности, наложили на него взыскание в виде штрафа, да, административного, там 17 тысяч гривен, к примеру, потом уже передали в исполнительную службу, да, чтобы уже исполнители взыскивали эти с него деньги, этот штраф, доход государства. Значит, и возможно человек, который пользуется, к примеру, гражданин Украины карточкой своей банковской, он только узнает тогда о том, что это все было проделано без его ведома на территории его родины, да, только тогда, когда он вставит где-то в Америке свою карточку украинского банка в банкомат и не получит свои деньги. Там будет написано, что или банкомат вообще эту карточку съест, или будет написано, что мы не можем вам выдать, потому что ваш счет арестован. И когда он начнет узнавать у банка, то ему скажут: подождите, наложен штраф, вы должны там ТЦК, и исполнительная служба наложила обременение на ваш расчетный банковский счет. Вот только тогда он, возможно, узнает. То есть, и соответственно, что он должен будет оплатить этот штраф там, или обжаловать эти все действия, там, нанимать адвоката в Украине. И вот как раз таки украинская власть, вот для таких мужчин, которые находятся за границей, которые узнают о том, что у него штраф, вот она им предлагает упрощенный порядок, чтобы их не беспокоить, чтобы они могли спокойно себе, да, онлайн и дистанционно оплатить этот штраф. Вы поняли? Который был на него наложен без, скажем так, его ведома. Во как сделали. То есть, ну пока еще не приняли, это пока еще только законопроект. Украинцы за границей смогут платить штрафы от ТЦК дистанционно. Комитет рекомендовал принять закон. Дистанционная уплата штрафов в резерв плюс каждым украинцем и украинкой за границей, нарушившим военный учет, станет значительным сервисным шагом. То есть вы поняли, выписали повестку, не явился, то есть автоматически является нарушителем воинского учета, штраф и так далее. И, пожалуйста, когда человек узнает, если он узнает о том, что есть штраф, пожалуйста, если хочешь, заплати этот штраф дистанционно. Это все предусмотрено пока в законопроекте. Этот законопроект еще не принят. Номер его 12093. Значит, он уже прошел комитет. И вот сейчас уже скоро будет вынесен на голосование. Значит, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко вот как прокомментировала эту ситуацию. Мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК. Особенно если они находятся в иностранных странах, чтобы они могли это сделать из любой удобной точки мира. И кроме того, если человек это делает инициативным и добровольным образом, то он платит только 50% штрафа. Вы поняли? То есть они хотят сделать вот так, упростить, чтобы он мог дистанционно заплатить. У меня вопрос. Вы сделаете так, чтобы люди, которые желают зарегистрироваться, которые находятся за границей, которые желают встать на воинский учет, которые пытаются пройти авторизацию и регистрацию через резерв плюс, чтобы у них проблем не возникало. Потому что у каждого второго, после того, когда они забивают в резерв плюс свою информацию, и они хотят действительно встать на воинский учет, ну такие вот правосознательные граждане Украины, которые живут за границей, у них у каждого второго высвечивается сообщение потом в резерве плюс, что там неполные данные, ему надо необходимо в Украину прилететь и явиться в ТЦК по месту своей прописки лично, то есть в Украине. И все. Вы это сделайте. Уберите, чтобы люди спокойно могли регистрироваться удаленно, становиться на воинский учет и получать там свои вот эти военно-учетные документы с QR-кодом в электронном виде. Но нет,
проблемы. Ну, я понимаю, почему эти проблемы. Потому что надо любым путем вернуть мужчину в Украину. Это понятно. А здесь делают так, чтобы, видите, все удобно было, чтобы человек находится за границей, не хочешь ехать в Украину, но можешь спокойненько себе дистанционно оплатить этот штраф. Вот такая, друзья, ситуация. То есть изначально внесли законодательные нормы, которые противоречат международным актам, да, и Конституции Украины, а потом делают так, что за эти нормы человека привлекут к ответственности, накажут его административным образом, там, административным штрафом, но сделают так, чтобы человек мог спокойненько этот административный штраф оплатить, дистанционно, находясь за границей. Вот такая ситуация, друзья. Друзья, кто был в ситуации в такой, кто узнал о том, что, ну, если вы находитесь за границей, кто узнал о том, что вас уже вот таким образом, скажем так, привлекли к ответственности, и вы не знали о том, что повестка к вам приходила, пожалуйста, напишите, вот, если, ну, без имен, напишите вашу ситуацию, расскажите, как вы из нее выходили, и пытались ли вы оплатить этот штраф, там, в размере 17 тысяч, в размере 25 тысяч гривен, за которые могут наложить вот за то, что человек по повестке не пришел в ТЦК. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.